Всем здорово, ребят! Сегодня решил выбраться на рыбалку, чтобы не просто ловить судака, а провести время с пользой, так скажем, для вас. Может быть, кому-то будет полезна информация. Хочу рассказать о правильной джиговой ступеньке, на мой взгляд. Для тех, кто в первый раз на моем канале, меня зовут Роман Новиченков, и последние 8 лет я ловлю судака с берега. Погнали, смотрите, не переключайтесь. Добрался, ребят, до реки. Жарко, что-то сегодня кофту снял, тепло я оделся. С собой у меня, как всегда, моя тира нового до 22 грамм с тестом 4.22 792. Катушка Daiwa Certate 2510 RPE. Вот, ну, в общем-то, с чего хотелось бы начать? Первое, хват удилища, потому что многие держат так, кто-то видел, кто вообще начинает только свой путь в спиннинге, держит даже вот так, кто-то держит вот так спиннинг. То есть у спиннинга, в принципе, есть баланс. Точка баланса, например, моего комплекта, она находится вот в этой вот части. Ну вот я сейчас на палец вывешу, вот он, спиннинг висит. И чем ближе к этой точке баланса мы будем держать спиннинг, тем меньше мы будем уставать. Будет меньше уставать рука, поясница, кисть. Соответственно, я предпочитаю держать спиннинг всей передней частью руки перед катушкой. То есть вот так вот. Палец на бланке. Или снизу держу вот так, или сверху ставлю. Ну, как удобнее. Вот. С хватом, думаю, разобрались. На мой взгляд, это правильный хват. Ловить сегодня придется вот с таких вот обрывов. Тут метров, наверное, 5-6 обрыв. Поставил вот для начала грузик 10 грамм. Ну и моя резина. Сейчас погода ясная, солнечная. Какие-то темные цвета заметил, рыба предпочитает в такую погоду. Этот цвет сирень у меня. Ну что, погнали? Была первая поклевка. Ну, такая безделая. Это говорит о том, что рыба сейчас не настроена на более резкую подачу. Нужно облегчить вес груза. Попробуем 8 грамм поставить. Есть! Вот так выглядит правильная судаковая поклевка. Опа! Сегодня будут летающие судаки. Сирень 8 грамм. Сейчас покажу. Клюнул вот такой небольшой судачок. Ну, грамм 800, наверное. Но самое главное, дело не в этом. То есть приехал, сделал, наверное, порядка 5 проводок, получил поклевку. Слабую такую. И поклевка была самое главное на подъеме на ближний свал. То есть на моем свале. На более длинном завесоне. Соответственно, в таких случаях стоит облегчаться по весу. Вот, нужно понимать, какой характер поклевок. Если вы все сделаете правильно, даже самая пассивная рыба вдарит так, как надо. Если рыба пинает или еще что-то, значит, вы что-то делаете неправильно. Вот. Есть, по сути, 3 тактики. Это, ну, что касается джиговой ступеньки. Это облегчение веса, оптимальный вес и перегруз. Вот. И каждая из этих, так скажем, тактик работает в определенное время.
С утра, например, и ночью хорошо работают облегчение веса. Там, где оптимальная ступенька будет, ну, там на 8 граммах, оптимальная ступенька это порядка 1,5-2 секунд. То есть приманка должна идти вдоль дна. Ключевой момент это спиннинг держать градусов под 45 вверх, чтобы ловля происходила как бы в отвес. Вот. Любит судак эту вертикальную составляющую больше, чем горизонтальную. Десятки, а может сотни рыбалок тому подтверждение. Вот. Что касается легкого веса, хорошо им облавливать свалы. То есть вдоль свала, когда кидаете, вот, хорошо работают веса от там 3 до 6 грамм. Я применяю, например, на такой малой реке. Оптимальный джиговый вес здесь сейчас, ну, грамм 8 получается по факту. Возможно, и десятку буду ставить, если тягу включат, но тяга сейчас очень слабая. Вот. Также ночью по ночному судаку любит он прям зависание порядка 3-4 секунд. Тоже эта тема хорошо работает. Но, говорю, главное держать спиннинг градусов под 45 вверх. Так получается более вертикальная составляющая. Ладно, пойдемте еще кого-нибудь поймаем. Прям с выброса. Поклевки, ребят. То есть они как вниз по течению, так и вверх по течению. Щучка, что ли? Опа. Да. Опять сирень сработала моя. То есть не стоит пренебрегать ловлей с забросами вверх по течению. Это одна из основных ошибок, которые многие делают, начинающие. Вот она, сирень. Ну, вот такая вот мелкая. Сейчас отпущу ее. Карандаш. Грамм 500, наверное. Так, тут обрыв. Ой. Заставила она меня спуститься. Ну ладно, отпустим. Ушла. Как держать, допустим, спиннинг, ну, вертикально вверх, там под 45 градусов. Ну, вот так вот. Если дует ветер, вдувает дугу. Ну, вот один из приемов, когда вы делаете вот такого характера проводку. То есть получается, вот сейчас вот сдувает хороший ветерок. Я, допустим, держу спиннинг вниз, но поднимаю вверх, делаю обороты катушки и опускаю опять вниз. И все равно я получаю ту же вертикальную составляющую на проводке. Есть. Чуть дали тягу, поставил опять 10 грамм. Вон он идет. Ну что, в полет пойдем, что ли? Опа! Ух! Извиняюсь, ребят, но по-другому никак. Вот такой вот судачишка. Ну, такой чуть за кило, наверное. Нормально его, в принципе, закинул. Пробил хорошо. Ну, опять сирень сработала. Отличный цвет для солнечной погоды. Вот. Что хотелось бы отметить. Опять переключился на 10 грамм. Чуть дали тягу. Там, где я 8-ку таскал, поклевок не было, на 10-ку он влупил. Практически сразу в этом месте. Вот. Оптимальная пауза, ну, секунды 1,5-2. Такая вот была. Так вот. Вообще многое перетаскиваешь в джиг именно с зимней ловли судака. То есть плотно я ловлю судака зимой. Вот. Не любит он, на мой взгляд, часто подбросы удилкой, такие распространенные, как и зимой мормышинг. Заметил я, плотно упирался, экспериментировал. Ему нужна какая-то некая монотонность. То есть
Сейчас вот я выполняю проводку чисто катушкой, без лишних подбросов. Подбросы хорошо работают, в принципе, на перегрузе с теми же слагами. Когда надо с точки кого-то доловить, снял-то, например, несколько рыб, вот недавно рыбалка была, в ту же точку кидаю 4, ну там оптимальный вес был 6-7 грамм я ловил. Ставлю 14, еще 3 снимаю, просто с того же места на слаг. Вот. Тревожный знак, кстати, был наличие щуки на точке. Пусть карандаш там мелкий, но по опыту так скажу, недавно рыбачил на одном месте, ниже по течению отсюда. Несколько рыбалок, там было просто забито все судаком. Ну как забито? Тоже ходишь его собираешь, но в количестве. За день от 20 до 40 поклевок. Не за полную рыбалку, не за целый день. За полдня, условно скажем, по времени. Потом просто один вечер ловлю там 2 щуку. Следующий день ловлю 3 и 1,5. И все. И в тот день у меня несколько поклевок. Поклевки 4, 5, 6 судаков. Все. Где было до этого там 20-40. Понимаете? То есть, когда щука встает на точку, судак он уходит. Чаще уходит туда, где сильнее дует. Щука такие места не любит. Вот. И здесь такое ощущение, что судака не так-то и много. Потому что, если есть мелкая, скорее всего, есть и крупная. Сюда уже поднялась. Я сейчас выше по течению ловлю. Ну, посмотрим. Может быть, потом будем перемещаться, может, нет. Будем вот так ходить, собирать рыбу. Ходить просто неохота, в ломы мне. Вот. Ладно, продолжим. Что-нибудь еще интересное расскажу. Есть. Опять взял вверх по течению, кинул. Опа. Опять за килошник. Опять сирень. Ну вот очередной, ребят, судачишка. Такой, чуть за кило, наверное. Уж кило ровно. Вот. Характер поклевки был такой слабый, бздёвый, так скажем. Получалось, закинул я вверх по течке. Не вниз. Вниз бы пауза дольше была, а вверх. Вот, но стояло бы 8 грамм, поклевка была бы мощнее. И вел вдоль бровки именно. То есть там вес полегче нужно было. Вот, была бы 8 стояла бы, например, или там 7 грамм. Было бы оптимально для этой проводки. Но мне просто лень было переставляться. По сути, обычно нужно несколько грузиков подготовить сразу с приманками. Там, например, вот здесь бы я приготовил 8, 10 и, например, 4 грамма. 4-5. Вот. Легкий вес я бы использовал. Либо вечером бы пробовал, либо по ночному, либо прям с утра рано на завесонах. Когда смысл-то в чем вообще? Вся джиговая проводка, ступенька, вот, да и любая, в принципе, сводится к одной простой вещи по судаку. То, насколько у вас приманка высоко отрывается от дна. Все остальное, уже темп проводки там и другие составляющие, они вытекают оттуда. Именно насколько высоко поднимается приманка, то есть в каком горизонте сейчас рыба находится. Либо она оторвана от дна, либо она прижата ко дну. Сейчас рыба ко дну прижата, потому что день, солнце, судак солнце не любит, плюс день, он прижат ко дну, стоит где-то за барханчиками, за камушками глиняными, за коряшками, еще что-то. Вот, и когда вы кидаете легкий вес перпендикулярно берегу, у вас легкий вес просто над рыбой пролетает. Но если тот же легкий вес, например, закинуть вдоль бровки, по свалу его ввести, количество поклевок в разы увеличится. Вот такая вот петрушка. Самое главное, помните, что... Ну, это опять все из зимы перетащено. Допустим, днем ты часто ловишь судака возле дна, например. Либо если он активный, по эхолоту видишь, он поднимается, приманку вообще в 1,5 метра от дна тормозишь, даже на дно не опускаешь. А вечером, например, может быть выход, к примеру, если днем ты ловил возле дна,
вечером будет выход, и ты просто приманку, даже если без эхолота, на дно опустил, метр поднял, поклевок в разы больше, чем ты будешь ловить прямо возле дна. Может прям вообще поклевок не быть. Я вообще сомневаюсь, что он какой-то пищевой объект видит. Ему просто интересно. То есть проводка, подача ему его либо заводит, либо нет. Вот и все. Ладно, давайте еще кого-нибудь поймаем. Опа. Ну, очередной килошник. Очередной, ребят, судачишка. Такой вот приятный. Прям под берегом ударил. С хорошим ударом. Поклевкой 10 грамм грузик стоял. Все тоже. Вот. Ну, в принципе, я считаю, наверное, все, что хотел рассказать, рассказал по поводу джиговой ступеньки, проводки и все, что с ней связано. Ключевой составляющей является амплитуда, то есть насколько приманка подлетает у вас над дном. На эту вещь надо обращать внимание, потому что все остальное вытекает именно оттуда. Количество оборотов катушки, темп проводки и другие составляющие, подбросы, не подбросы на перегрузе. Это все именно оттуда вытекает. Кстати, если с дальнего свала, например, стаскиваете приманку, полезно будет с 2 оборотов переключиться на 1 оборот, чтобы приманка над рыбой не пролетала. Вот, если свал дальний, он вниз идет, получается. Когда вы опять затаскиваете наверх, на те же 2 оборота переключаетесь, вот и все. Каждый нюанс в ловле судака важен. На самом деле у меня, ребят, нет сегодня задачи показать вам мешок вот этот вот рыбы, который я могу набить до вечера. То есть вот за 1,5 часа буквально ловли. Сколько я там, 4 хвоста забрал, щуку отпустил. Не трудно посчитать, сколько в принципе нормальный береговик может поймать рыбы. Ну, в том числе, вот сейчас я начал немножко вести статистику. Мне подписчик вопрос задал. У тебя, говорит, пустые рыбалки бывают? А если честно, забыл, когда у меня была пустая рыбалка. Мне стало интересно, многие же спортсмены этим занимаются. Вот, никогда этим не занимался, просто мне интересно. Вот, сегодня у меня 10-я рыбалка по открытой, так скажем, воде. Вот, и получается среднее количество хвостов уже перевалило, ну, где-то так, 120 хвостов я взял, из них отпустил. Порядка, наверное, штук 15-20, ну, мелкие. Ну, вот такая статистика. За 10 хвостов в среднем. Не полный день. То есть были рыбалки и буквально там 2-3 часа, когда ловишь больше десятка. На вечерку приезжаешь, просто хлоп-хлоп-хлоп одного за одним. Бывали рыбалки там с утра, там, например, 6 утра, там до 3, до 2 часов. По-всякому, как пойдет. Но норму я сегодня выполнил. Буквально 1,5 часа. И берег, который я обошел, это всего участок в 100-120 метров. То есть 120 метров берега. Сколько? 5 хвостов смесь щук. И сейчас, если я там буду еще ловить, может быть, еще кого-то вымучу. Могу с перегрузом поставить. Вот. Я сейчас рыбалку продолжу. Еще немножко половлю. Но не хочу как правильно сказать-то? Популяризации вот этого вот массового выбивания судака. Моя задача просто показать не то, что какой я там молодец, поймал там ведро рыбы 40-литровое, а, например, именно обратить ваше внимание на нюансы каждый, потому что нюанс в джиговой проводке, он, в принципе, выстрадан годами, сотнями рыбалок. Пробуешь так, сяк и смотришь, на что реакция рыбы лучше. Не один раз, а десятки рыбалок, это все. Иногда и сотни проверяется. Такая вот, ребят, петрушка. Ладно, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Пишите, нужно ли показывать подобные ролики. С вами был Роман Новиченков. Всем удачи. Пока.
Но тебя только тут не хватало.